спикеры повторяется. Итак, мы в эфире. Уважаемые медоеды, добрый день. У нас сегодня важная тема. Мы говорим о будущем. У нас было несколько стримов о распаде империй, то есть о прошлом, в частности о распаде Российской империи и распаде Советского Союза. Но то, что осталось от Советского Союза, Российская Федерация, это, в общем-то, тоже империя, потому что она объединяет много разных народов, она объединяет много разных культур. И, соответственно, давайте вначале обозначим. Или мы согласны, что у нее есть имперский статус, и у нас есть специальный гость, который представляет движение независимой Ингрии, Павел. И я думаю, Павел нам сейчас расскажет о том, почему Ингрия должна быть не в составе, по крайней мере, не в унитарном составе России, почему это как отдельное, по крайней мере, национальное образование. И на этом примере мы попробуем посмотреть в целом на европейский. Итак, мы в эфире. Уважаемые медоеды, добрый день. У нас сегодня важная тема. Друзья, коллеги, очень какой-то фон я слышу, который мешает. У кого-то фонит YouTube или что-то в этом роде. Все, фона больше не будет. Говорите. Угу. Хорошо. Я правильно, если понимаю, то просите вы начать меня. И я благодарю вас за приглашение. Мне очень приятно, так сказать, с вами познакомиться, развиртуализироваться с теми, кого знаю. Спасибо, что позвали. Я Павел Мизерин, один из координаторов движения «Свободная Ингрия». Разумеется, я очень давно живу в эмиграции, потому что проблемы начались не вчера и не позавчера, и даже не с началом полномасштабной войны против Украины. Проблемы начались гораздо раньше. И, в общем-то, где-то с 2014-2015 года движение наше в Петербурге, в Ингрии, существует на полуподпольном положении. Потому что репрессии, кого-то больше, кого-то меньше, так или иначе репрессии затронули очень многих. А сейчас о любой политике, о любом регионализме, не сепаратизме, даже о регионализме на территории Российской Федерации публично говорить — это автоматически тюремный срок. Поэтому, разумеется, деятельность мы во многом ведем за рубежом, контактируя с европейскими, американскими политиками. Нам важно, чтобы эта идея была в мейнстриме, чтобы эта идея была в публичной политике, которая сегодня существует только в эмиграции. Наши активисты в Санкт-Петербурге, в Ингрии, мы, конечно, от них ничего не требуем. Там каждый делает то, что хочет, то, что может, в зависимости от того, насколько он там готов чем-то рисковать. Что касается того, империя России или нет, я хоть и политолог по образованию, но не академический человек, и включать преподавателя я бы не хотел. Как политик могу сказать, что несомненно, это империя, несомненно, это недораспавшаяся империя, последняя империя классического типа, наверное, на планете Земля в текущем моменте. Во всяком случае, в первом, в белом европейском мире точно. Тут и примеров много приводить не надо. Все это происходит, все это мы видим своими глазами. Что касается регионов, которые входят в эту империю, недораспавшуюся империю, тут надо понимать, что чем, например, она принципиально отличается от распавшегося в 1991 году Советского Союза. В Советском Союзе на момент распада было больше 50%, около 60-65% людей, которые не идентифицировали себя как русские, которым не приклеивали в течение нескольких поколений этот идентитет искусственно, и поэтому распад произошел сравнительно спокойно.
хотя, разумеется, не без конфликтов по его окраинам в последующие несколько лет. Российская Федерация сегодня, надо понимать, что национальные меньшинства, люди, которые идентифицируют себя какой-то национальностью, а не вот этим понятием русский. Понимаете, русский это никакой не этноним. Русский это не этноним, русский это искусственно навязанная в течение нескольких поколений, в течение 20 века идентификация, самоидентификация. Собственно говоря, в Российской империи такого понятия и не было. В паспорте указывалось вероисповедание, а не национальность. Так что это сталинская выдумка после сталинские времена закрепленная. Так вот, людей, которые сегодня себя Российской Федерации идентифицируют иной национальностью, сегодня менее 20%. К сожалению, более 80% люди, не сильно разбирающиеся в политике, не сильно разбирающиеся в истории, не сильно глубоко заглядывающие в историю своих, даже не земель, а своих семей, они привыкли идентифицировать себя русские, так их учили в школе, так их учили родители и уже даже бабушки, дедушки, так удобно, привычно и понятно. Поэтому распад Российской Федерации или даже его децентрализация, он пойдет сложнее, чем распад Советского Союза. И я бы вообще слово «распад», я бы осторожнее с ним обращался, потому что это слово, оно несет негативный контекст, не знаю, как сказать. И человек, когда слышит слово «распад», даже если он убежденный регионалист, его так немножко передергивает, что за распад, знаете, с каким-то разложением трупа отдает. Поэтому мы предпочитаем говорить все-таки децентрализация. Как глубоко она зайдет после того, как прекратит существовать путинский режим, как долго он просуществует, об этом можно спорить, можно строить прогнозы, можно делиться мнениями. Можно об этом говорить, этим, собственно говоря, мы и занимаемся, и мы очень рады, что за последние несколько лет, особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину, западный политический эстаблишмент наконец начинает нас слышать. Очень трудно, очень тяжело. Им как и в 90-91 году, понятнее сценарий, когда вместо плохого Путина сядет какой-нибудь новый, хороший, не знаю, Ходорковский или Навальный, царство ему небесное. Такой нарратив на Западе до сих пор более понятен, но тем не менее стену мы потихонечку пробиваем. Вот. А децентрализация она, тут надо понимать, что есть регионы, децентрализируются или даже преобразуются в независимые государства достаточно безболезненно. Это регионы, в которых доминирует национальность, которая доминирует. Условно говоря, это такие регионы, как Республика Тыва, Республика Калмыкия, возможно, Татарстан, Башкортостан, разумеется, республики Северного Кавказа. Там это все пройдет, я думаю, достаточно легко, тем более, что этому процессу будут содействовать и Китай, этому процессу будет содействовать Турция. И здесь как раз беспокойств меньше всего. Я не верю в какие-то серьезные кровавые конфликты, даже там, несмотря на очень сложные разногласия и межэтнические какие-то недомолвленности. А вот что будет происходить с так называемыми русскими регионами, в которых за несколько поколений этот идентитет русский приклеился, и отказаться от него очень трудно рядовому обывателю, вот это действительно серьезный вопрос. И где и как это пойдет, никому неизвестно. И, собственно говоря, Ингрия уже тоже давно не этническая территория. Таковой она, и то с натяжкой, ее можно было считать 100-120 лет назад, когда действительно, финское население составляло очень большой процент, когда и Петербург частично и весьма масштабно говорил по-фински, а за границами Санкт-Петербурга в принципе начиналась финноязычная территория. Сейчас ситуация иная. 20 век по Ингрии прошелся гораздо тяжелее даже, чем по странам Балтии. Сталинские репрессии, они финское население практически уничтожили. Вторая мировая война. Были массовые депортации, несколько волн массовых депортаций. Те, кто оставались, смогли выжить только приняв идентитет русский и прописав себя в паспорте как русский.
Поэтому сейчас не стоит вопрос о том, чтобы сделать Ингрию независимым государством на основе там, финского языка общения, на основе финской культуры там, или важной жорской, водской, вепской, там, инкери культуры. Нет, к сожалению, или к счастью, или просто это факт. Сегодня так вопрос уже не стоит. Ингрия – это один из тех, в кавычках, русских регионов, которые будут очень тяжело самоопределяться. Как глубоко это будет этот процесс, как тяжело он будет проходить, сказать сложно. Мы делаем все возможное, чтобы он протек максимально безболезненно. Вот. Мы апеллируем не только к финской этнической идентификации, мы апеллируем к истории региона, к истории его независимости, к истории его вхождения в состав Новгородской республики, в состав Шведского королевства, историю идентитета петербургского, ленинградского идентитета как вечного антипода в противостоянии с московским централизмом. Так что это будет очень сложный процесс. Я очень долго говорю. Наверное, кто-то из вас тоже захочет и что-то сказать по этому поводу или мне вопрос задать. Спасибо. Я готов. Можно тогда я задам, с вашего позволения? Можно? Да, конечно. Да, Павел, вы так расскажите в целом обтекаемо, можно сказать, об истории Ингрии. Вот, как она вообще появилась, это название, вот, в чем именно самоопределение непосредственно самого Санкт-Петербурга и какие, скажем так, в будущем вы видите непосредственные связи и там идеологию этой новой страны и как она непосредственно, ну да, я понимаю, что будет, это Европа абсолютно, Санкт-Петербург это 100%, даже 100-500 это Европа, вот, как будет она развиваться, вот, в плане экономики также вот особенно интересно. Да, спасибо. Ну, я не очень постараюсь глубоко, чтобы не утомлять, исторический экскурс проводить. Политическая история Ингрии началась 1000 лет назад. 1000 лет назад, когда в последующее время киевский князь Ярослав Мудрый, будучи молодым князем, был князем в Великом Новгороде, и сосватался и женился на шведской принцессе Ингигерде, дочери шведского короля Олафа. И эту территорию, вот это устье Невы, территорию, которая именуется Ингрия, он, собственно говоря, подарил своей невесте, жене принцессе шведской Ингигерде в качестве свадебного подарка. Ингигерда очень опекалась этой территорией, очень ее полюбила, это был смысл ее жизни. Она, в общем-то, это первое время расцвета этой территории, до того времени достаточно захолустного. Ингигерда же фактически сделала так, что эта территория получила свой первый период расцвета благодаря транзитной торговле между Новгородом и Шведским королевством. Именно тогда она, скажем так, омноголюднила и вообще получили первое развитие города на ее территории, серьезное развитие. Вот. И по одной, собственно, из версий, по одной из легенд, Ингрия и имя носит благодаря принцессе Ингигерде. Хотя здесь, конечно, можно спорить. Есть ученые, которые настаивают на том, что название пришло позднее от финского этнонима Инкери. Идут споры, тут это не так важно, просто само название Ингрия это русский вариант финского названия Инкери, по-шведски Ингерманланд, по-фински Инкери, по-русски Ингрия. Ингрия долго входила в состав Новгородского государства, Новгородской республики, потом, после московской оккупации Новгородской республики, она переходила из рук в руки, от Московии к Швеции к Московии, до Северной войны. Вот. По итогам Северной войны она вошла в состав Российской империи после победы Российской империи над Швецией Петра I. На месте фактически разрушенного войной города Нин, столицы Ингерманландского региона, столицы шведской провинции Ингерманландии, Петр принял решение не восстанавливать Нин,
а заложить новую крепость несколько километров выше по течению Невы. И, собственно говоря, так Ниен превратился в Санкт-Петербург. Это, конечно, имперская история ведения хронологии Невского края, Ингрии и Санкт-Петербурга от там 1703 года, даты его основания. Разумеется, он основался далеко не на пустом месте, это была очень густонаселенная территория, и можно посмотреть карту этого времени. Славянские и финские деревни там чередовались буквально через каждый километр. Город Ниен был абсолютно, так сказать, полиэтничен. Последний губернатор Ниена был новгородец по происхождению, шведский губернатор Ниена. И, собственно говоря, Санкт-Петербургская губерния, прежде чем стать Санкт-Петербургской губернией, именовалась Ингерманландская губерния, потом уже позднее ее переименовали в Санкт-Петербургскую. Вот. А дальше, ну, там, перескакивая через 2 века и подходя к веку 20-му, этот этноним, он попал под запрет. Это было связано со сталинским недоверием, во-первых, финскому населению как таковому, во-вторых, сталинской нелюбовностью к Петербургу, потому что это был оплот и научных кругов, научно-мыслящих, там, и аристократических кругов. Всех этих людей Сталин боялся, всех их ненавидел, никому не доверял. И, собственно, геноцид ингерманландского финского населения, он прошел одновременно с геноцидом Петербурга, точнее, тогда уже Ленинграда. Тогда было несколько депортаций не только же из Ингрии до Санкт-Петербурга, знаменитые несколько дел, там, типа дел ленинградских врачей и прочее, и прочее. И, в общем-то, надо признать, что к периоду окончания Второй мировой войны этнический состав сменился там на 90% в составе Ингрии, а сам термин Ингрия, само название Ингрия было фактически запрещено, хотя она еще в начале там, 20 века упоминается даже в художественной литературе, там, не знаю, у того же Алексея Толстого в его романе «Петр I», где она везде Ингерманландия. Вот Карелии в этом вопросе повезло больше. Карелия осталась Карелией, а Ингерманландия превратилась в Ленинградскую область. И уже даже задача объяснить людям, что такое Ингрия, название, которое за 2-3 поколения просто вытравили из мозгов людей, это уже непростая по себе задача. Поэтому, разумеется, приходится апеллировать много к каким идентитетам, много к какой истории прошлого. И в том числе, разумеется, приходится апеллировать к петербургской идентичности, которая сформировалась еще в XIX веке. В XX веке, в послевоенный период, сформировалась ленинградская такая оппозиционная идентичность, когда со всего северо-запада научно мыслящие, скажем, протестно мыслящие люди съезжались в Ленинград, там, основывали научные там, секции, кружки и так далее, и так далее. Формировался вот этот ленинградский европейский менталитет в противовес московско-центральному, такому московско-центрально-российскому. Вот. Это все уже есть, это все было, и к этому тоже приходится апеллировать. Будущее у Ингрии зависит от того, чем закончится путинский режим, чем закончится эта война, чем закончится много что. Тут вариантов развития есть огромное количество. Понимаете, нельзя было предположить, как будет развиваться территория Европы после 1945 года, там, году в 40-м. Невозможно себе представить в 40-м году Европу 50-го года. Точно так же невозможно сейчас представить там, Россию или пост-Россию, которая будет через 10-20 лет. Я бы хотел увидеть Ингрию независимым государством в составе Европейского Союза и НАТО. Ну, также мыслят, в общем-то, и все сторонники нашего движения. Но повернуться может по-разному. Будем работать и посмотрим, как будет развиваться история. Да, огромное спасибо вам, Павел, и большая благодарность вам за разъяснение достаточно подробное об этой интересной теме. Вот, и поэтому, да, мы для этого и собрались здесь, чтобы просвещать многих людей, которые, вот, скажем, вот в России даже вот не слышали, а в Украине так и тем более. Вот, я когда говорю слово Ингрия у нас, я даже не понимают, о чем я говорю. Но я как бы абсолютно уверен, что вне зависимости, там будет Европейский Союз, или там Европейская ассоциация свободной торговли, или Европейское Содружество, Ингрия в любом случае это важный пазл в европейской цивилизации и Европы дальше как развитие этого региона непосредственно. То есть независимая Ингрия, в моем понимании, это не только, прошу прощения, Северная Венеция, как ее называют, если я не ошибаюсь.
вы меня поправите, если что, Павел, вот, то независимая Ингерманландия, Санкт-Петербург, будет называться еще даже Северным Монако. Я думаю, туда очень много и научных, и бизнеса будет стекаться в этот город и сам регион непосредственно. Спасибо большое. Да. Коллеги, но Спасибо. я предлагаю поговорить обо всей России в целом. Ингрия это все-таки пример, да, то есть, насколько я понял, Павел, поправьте, если я что-то неправильно понял, есть по окраинам такие национальные регионы, вроде Тывы, действительно, там Татарстан, это не совсем окраины, и есть регионы условно русские, которые на самом деле обладают своей идентичностью, но как Ингрия, но эта идентичность не этническая. Да, то есть, потому что Сталин, а то и не всегда Сталин, вытравили местное население, все оно перемешано, и это идентичность региональная. Правильно я понимаю? Да, именно так. Тут не нужно ничего придумывать. Россия проходила это трижды только на протяжении 20 века. Первый раз при распаде Российской империи, второй раз при Второй мировой войне, третий раз в 1991 году. Ведь не только же этнические республики заявляли о своей региональной идентичности. Сразу начиналась Сибирская республика, Уральская республика, Дальневосточная республика, образование политические в Центральной России с абсолютно как бы православным славянским населением. Этот процесс, он при ослаблении центральной власти, центральной московской власти, он возникает и разрастается моментально. То есть, извините, там, а какой Уральская республика? Вот Уральская республика в 91-93 годы. Уральская республика, столица в Екатеринбурге. Вот в 1984 году можно было представить Уральскую республику? Конечно, нет. Конечно, нет. Вот. И точно так же, как никакую Дальневосточную республику в 1916 году нельзя было представить, а через 3 года она существовала и прожила определенное время. Вот. Это только как пример. И поскольку, извините, люди сейчас более образованные и более политизированные, и процент политически активных людей, он на 3 порядка выше, чем там, 100 лет назад или 50 лет назад, эти 1000 цветов, они расцветут моментально при ослаблении централизма и при приходе там, первых минимальных свобод. А дальше, дальше уже будет многое зависеть, извините, не только от России. Потому что Хорошо. в текущем моменте, да, хорошо. У меня в этом контексте тоже есть вопрос к Павлу, даже несколько вопросов, если позволите. Значит, давайте, Михаил, вначале вы расскажите, пожалуйста, свое отношение к этой ситуации. Я сейчас хотел начать давать слово остальным. То есть, согласны ли вы с этим тезисом, что есть этнические республики отдельно и условно русские регионы отдельно? Как это выглядит из Америки? Как в Америке относится к ситуации в России? Насколько вы это видите? Да, и, конечно, вопросы к Павлу, безусловно. Хорошо, если вопрос так ставится, то я должен отметить, что я, конечно, пристально очень слежу за повесткой общественной дискуссии в США. Я еще не полностью интегрировался в американское общество, я не так давно здесь живу. То есть полная ассимиляция у меня еще не произошло, и я продолжаю себя ощущать и идентифицировать как украинец, просто живущий в США. Поэтому на это надо делать скидку. Из того, что я вижу в общественной дискуссии, есть в американских там элитах, интеллектуальных и политических, есть 2 крыла. Так называемые голуби и ястребы. Соответственно, есть 2 видения по поводу будущего России. Партия голубей, она более многочисленна, и эта точка зрения является мейнстримной. И если так коротко сформулировать фабулу их видения о будущем России, Россию нужно сохранить в таком виде, в котором она существует сейчас, по нескольким причинам. Во-первых, угроза распространения ядерного оружия. Никто не хочет, чтобы ядерное оружие расползалось. Если в России там начнется какие-то катаклизмы, вызванные центробежными силами ее распада,
мы получим там какой-то группировку непонятных там формирований, борющихся между собой то ли за независимость, то ли за получение абсолютной власти в центре. То есть никто не знает, как это может пойти, каким путем и что будет с ядерным оружием России. Этого боятся. Планов, соответственно, как этим хаосом можно управлять, нет. Соответственно, это огромные риски, которых никто не хочет. Вторая причина: Россию видят как такой, ну, не сказать, чтобы противовес, а как такой инструмент замедления и осаждения Китая. То есть в лучших сценариях вот эта партия хотела бы втянуть Россию в западную орбиту, и чтобы она в возможном конфликте с Китаем выступала на стороне Объединенного Запада. То есть это вот одна сторона. Другая сторона, которая находится в абсолютном меньшинстве, эти мысли высказываются, но они почти на грани маргинеза находятся, о том, что Россию все-таки надо развалить, потому что в том виде, в котором она существует, она представляет угрозу всему миру, и мы уже видим это на данный момент, что Россия усиленно расшатывает вообще весь фундамент и основания существующей системы мирового порядка и мирового права. Конечно же, она делает это не в одиночку, конечно же, есть много заинтересованных игроков, которые помогают в этом, непосредственно участвуют и заинтересованы, но прям суперактивные действия в этом плане, то есть непосредственно нападение военное там на соседей, аннексии, оккупирование территорий. Этим занимается пока что только Россия в таком большом масштабе. Плюс Россия совершила немыслимое, она начала горячую большую войну в Европе, а это как бы главная предпосылка к Третьей мировой, потому что я имею в виду горячую Третью мировую, потому что холодная Третья мировая война, очевидно, уже идет. Вот. И то есть со времен Хельсинских соглашений в 1975 году договорились о том, что в пересмотр границ и активные боевые действия в Европе очень опасны, и это, скорее всего, приведет к Третьей мировой войне. Россия попрала все эти договоренности и занимается тем, чем она занимается. Вот такой взгляд из Америки. Это из того, что я наблюдаю и чего я касался, там, что попадало в поле зрения моего внимания. Я абсолютно не претендую на истину, что это действительно так, и я мог что-то упустить, чего-то не знать. То есть делайте скидку на это. Это лично мое субъективное вот такое мнение. По поводу, согласен ли я с проектом Ингрии, конечно же, согласен, как украинец. Я понимаю, что существование России в том виде, в котором она существует сегодня, как Павел правильно сказал, недораспавшейся империи, это вечная угроза для Украины. И то есть, чтобы Украина не чувствовала угрозы своей государственности, Россия должна перестать существовать в том виде, в котором она существует сейчас. И я буду поддерживать любые проекты ее раздела, реорганизации, для того, чтобы это такая в классическом понимании 19 века империя перестала существовать и там каким-то образом модернизировалась. Лучше всего, чтобы это был раздел на какие-то независимые государства, чтобы окончательно устранить угрозу. Потому что главная угроза происходит не от самой там России, а от имперского мифа вот этого русского мира,
который втягивает историю соседних государств в свою историю, и на вот этом псевдоисторическом бреде они строят миф, почему они должны, значит, всех пойти освободить там, и я думаю, что они прекрасно придумают мифы, почему им нужно, после того, как они втянут бывшие республики Советского Союза обратно в свою империю, они придумают следующие мифы, почему им нужно идти до Ла-Манша. Я в этом не сомневаюсь. Вот. Вопросы к Павлу, значит, перехожу. Мне бы хотелось побольше услышать про географию вот этого государства Ингрии, где будет столица, в каких границах оно будет находиться, как вы видите экономическую базу этого государства, то есть какие-то такие практические вопросы по поводу государственности. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы думаем о том, каким образом может Россия в нынешнем виде перестать существовать в виде империи, значит, нам нужно думать в рамках исторической эволюции вот этого процесса. Следующий шаг это, или следующая фаза, если позволите, это национальное государство. То есть на какие национальные государства, я знаю, что в России есть национальные республики, это, с этими субъектами все понятно. Тут стоит вопрос о проекте национального русского государства, в каких оно границах будет, соответственно, там, ну, со столицей, я думаю, вопросов нет никаких, это будет Москва. Какие еще могут быть национальные государства на территории, которая не входит сейчас вот в эти республики, которые уже существуют в составе Российской Федерации. И, например, есть устойчивая такая идентификация, как сибиряк. Причем она сформировалась еще при Советском Союзе. То есть это вот в сторону того, что вы говорили про Зауральскую республику. То есть какая там может быть география, будет ли у них снова столица в Екатеринбурге, или эти территории все-таки будут входить в национальное русское государство. То есть как вы это видите? Да, спасибо большое. С большим интересом выслушал вашу точку зрения и, разумеется, отвечу на вопросы. Ну, что касается географических границ, вы знаете, относительно мирно распался Советский Союз именно потому, что он распался по тем административным границам, которые нарисовали при Советском Союзе. Хорошие они были или плохие, правильные или неправильные. Если бы новообразовавшиеся государства начали спорить за территорию, то по всему периметру был бы перманентный армяно-азербайджанский конфликт. Здесь будет, если будет, то, я считаю, должно пройти абсолютно таким же, только по административным границам разделения сможет предотвратить какие-либо серьезные конфликтные ситуации с насилием, с военными действиями и так далее. Пускай они не очень справедливы, нет в мире справедливых границ, но в конце концов, если это будут два европейских государства, то что им будет делить, понимаете? Ну, есть территориальные и национальные споры там и у Эстонии с Латвией, и у Латвии с Литвой, но никто всерьез не дискутирует о там переделе границ, пересмотре границ, переделе территории. Это будет не нужно. С этим нужно будет договориться. Столицей, ну, понимаете, Санкт-Петербург, точнее, Ингрия это и есть большой Санкт-Петербург. Потому что все население Ингрии это 7 миллионов человек, из которых 5 миллионов проживают в Санкт-Петербурге. Это абсолютный центр и культурный, и финансовый, и политический данного региона. Тут вряд ли. Тут можно будет только перевести правительство в какое-нибудь тихое место, знаете, там по образу Черногории, где вся финансовая деловая деятельность там, культурная сосредоточена в Подгорице, а официальная столица, ну, то есть, точнее, официальная столица Подгорица, а парламенты и правительственных институтах там в маленьком городке. Ну, таких примеров много, на самом деле, в мире. Вполне может быть, что там парламент или правительственную резиденцию можно будет перевести там подальше от бизнеса и от суеты, так сказать, деловой в какой-нибудь пригород Санкт-Петербурга. Это не самый актуальный вопрос на данный момент.
А что касается потенциала экономического, ну, вы знаете, у Ингрии он даже не 100%, а 200%. Тут и логистика, тут и транспортные все узлы, которые завязаны. Это единственный выход, скажем так, русскоязычного мира, там, если угодно сказать, прямой к Балтийскому морю, за исключением отрезанного странами Балтии Калининграда. Здесь промышленность, ну, огромный промышленный потенциал. За 20 лет относительно свободной жизни 90-х нулевых сюда пришли абсолютно все корпорации мировые, открыли свои офисы. Несколько десятков западных заводов западных корпораций выросли моментально и начали приносить миллиардную прибыль. Это, несомненно, культурный потенциал, потому что Санкт-Петербург – это огромный и мощнейший культурный центр мирового уровня, где, ну, понимаете, ну, это... Тут как бы тоже не думаю, что нужно что-то доказывать. Это огромный туристический потенциал. Это миллионы и миллионов туристов в год, вне всякого сомнения. В случае, если это будет открытый Западу регион Европы, если это будет регион частью Европы, это сокровищница культурная, куда туристический поток не иссякнет никогда и будет также приносить миллиарды. Ну, про интеллектуальный потенциал я уже сказал, про научный интеллектуальный потенциал. Ну, в общем, Ингрия и Санкт-Петербург не будут нуждаться ни в чьей финансовой помощи. И, собственно говоря, даже там в европейских дотациях Европейского Союза, которые восстановили из руин и подняли там страны Балтии, Ингрия нуждаться в этом не будет. Она сама будет регионом-донором. Что касается, да, вашего второго вопроса относительно территорий так называемых русских пост России, ну, тут, вы знаете, самой большой проблемой, это я с вами согласен, самой большой проблемой будет именно центральная Россия. Именно центральная Россия, Москва и вокруг московские регионы, которые даже в советское время это именовалось полуругательным словом «нечерноземье», которая абсолютно экономически не самостоятельна. И если учесть то, что их центр Москва, он тоже в отсутствии империи будет экономически весьма в сомнительном положении окажется, то, конечно, это самая большая проблемная территория, которая возникнет. И, разумеется, от нее, от этой территории постараются отмежеваться все. Чисто своя рубашка ближе к телу, понимаете? Все регионы, которые имеют хоть какой-то минимальный потенциал экономический, приграничье Европы, там, приморские территории, дальневосточные территории, Сибирь, они все, даже те элиты, которые сегодня встроены в путинскую вертикаль, даже они там при определенном стечении обстоятельств, при определенном ходе истории, они очень быстро перекрасятся в местные элиты и будут рассказывать, что всю жизнь втайне мечтали о свободной Сибири, но, к сожалению, вот были вынуждены, значит, выживать в этом путинском ужасном тоталитаризме. Это все произойдет очень быстро. Как партноменклатура советская, все стали демократами там резко за 2 года. И здесь будет то же самое. И чисто в силу экономических выгод все, кто сможет уйти, все уйдут. А вот что делать с этой центральной Россией, да, вот это будет самая большая проблема, это правда. Тут, как говорится, надо думать всем сообща, совместно. Спасибо. Уточняющий вопрос. Большое спасибо. Ответ. То есть вы видите Ингрию, как я вас понял, пытаюсь уточнить, правильно ли я вас понял, вы видите ее в теперешних административных границах Ленинградской области, правильно я понимаю? Это оптимальный вариант в текущих условиях, в текущей ситуации лучше придумать нельзя. Все остальное будет чревато проблемами, на которые придется потратить очень много сил, средств, времени. Думаю, что в текущем моменте это оптимально. Во всяком случае, мы пропагандируем такую точку зрения. Спасибо. Замечательно. Спасибо вам. Елена, вот до сих пор как-то не давали вам слова, аж стыдно становится. Значит, смотрите, как вы видите ситуацию сейчас в России, потому что, чтобы продолжить разговор, нужно понять, что мы все одинаково более-менее видим ситуацию на текущий момент. Если не одинаково, будем дальше обсуждать. Ну, во-первых, я бы хотела вспомнить наш предыдущий эфир. Кто не видел, обязательно посмотрите про развал
Советского Союза, потому что мы там рассматривали причины развала, которые, ну, можно было бы применить к любой империи. И мы должны, наверное, подумать о том, то есть вопрос у меня такой, а что может послужить спусковым, тем самым, ну, пуском всего этого процесса развала. То есть что, какая причина может, с чего это может начаться? Окончание войны, допустим, проигрыш в войне, или, допустим, какие-то экономические проблемы, потому что у России их, в общем-то, сейчас не так, чтобы и есть, но и не так, чтобы нет. Ведь Советский Союз, Я когда прошу прощения. распадался, Елена, прошу прощения, как спикер прошлого эфира хотел бы сказать, что там спусковой крючок особо отсутствовал, то есть были причины, которые накапливались. Ну как, я это преподносил в прошлом эфире. И нет, силы, да, накапливались силы, Миш, этим да, заинтересованы. но мы четко проговорили, Миша, ты четко проговорил, что у них были национальные элиты. Я к чему просто вела этот вопрос? У них были национальные элиты, которые хотели уйти, и как бы, ну, лучше быть первым в Галлии, чем вторым в Риме, как известно. То есть у них было желание уйти из Союза, потому что они хотели быть там главой своего региона. Кроме того, были экономические причины, по которым денег стало меньше в эти регионы, и поэтому каждому региону было выгодно царювати самому. Вот. И вот существуют ли сейчас такие Еще раз причины и прошу такие прощения, элиты в России? Мне интересно. Вот как вы видите это, как это будет россиянин? следующий этап нашего обсуждения. Очень прошу прощения. Это будет следующий этап. Какие будут силы, какие будут. То есть, есть ли согласие у нас в том, что сейчас Россия состоит из национальных республик, таких как Татарстан, Тыва, и условно-русских регионов, в которых, тем не менее, есть свой регионализм. Вот давайте мы поймем, мы вот на этом общем знаменателе сходимся или нет, а потом перейдем к следующему этапу, чтобы не было каши. Елена, вот Да, по этому возможно. поводу Я же вопрос. не россиянка, поэтому мне это как-то... Мне, в общем-то, и даже если их поделят квадратно, ну, то так вот на квадраты, мне вообще все равно. Мне интересуют, есть ли моменты, которые помогут им развалиться. Что мы можем все сделать или что можно сделать изнутри для того, чтобы эта страна распалась на какие-то удобноваримые государства, с которыми можно будет дальше мирно жить. А как они там будут распадаться, вы же понимаете. Это мы обсудим. Павел, каково ваше мнение по поводу текущей ситуации? Сейчас мы поговорим по поводу сил, которые могут все это сделать. То есть текущая ситуация, текущий состав Российской Федерации. Будете ли вы оспаривать то, что у нас здесь сложилась, та картина, которая сложилась? Да, спасибо. И, Текущая ситуация... Миша, можно на минуточку сделать перерыв и призвать зрителей лайкать, подписываться, потому что мы с самого начала это не сказали, не напомнили нашим дорогим зрителям, что они должны лайкать, подписываться и ставить колокольчик, нажимать на колокольчик. Зрители ничего не должны, но будет очень желательно, если. Да, нам бы хотелось, мы их просим. Ты прав. Да, текущая ситуация. Текущая ситуация – это новая форма сталинизма, сталинской цементировки всего, что только можно зацементировать, и не надо питать никаких иллюзий. Пока не появятся серьезные обстоятельства для того, чтобы люди перестали бояться выступить против, им должно, извините, грубо говоря, стать нечего терять. Есть только два варианта распада, децентрализации нынешнего государства Российской Федерации. Вариант это либо внешнее воздействие, либо внутренний взрыв, внутренний социальный взрыв, который произойдет только в том случае, если, извините, станет нечего жрать. Так уж я прямым текстом скажу. До тех пор, пока будет минимальная возможность чего-то съесть и выпить, никакой человек с голыми руками на автомат не пойдет. А силовой блок в России сейчас такого размера, такого количества и такого качества, что человека в пылинку стирают даже не как при Сталине, а гораздо быстрее и эффективнее. Вот. Поэтому до тех пор, пока людям не станет нечего терять, ничего серьезного ждать не следует.
Это если говорить о внутренних, варианте внутреннего решения этого вопроса. А внешний вариант решения этого вопроса – это вариант окончания Второй мировой войны. Если ситуация зайдет настолько глубоко, что Запад уже не сможет никак не отреагировать на экзистенциальную угрозу, исходящую из Москвы, и примет решение решить этот вопрос силой, то дальше будет внешняя оккупация, внешнее управление, и тут уже многое будет зависеть от того, как себя поведут элиты на местах. Будут ли это перекрасившиеся, перевернувшие элиты путинские, которые смогут себя преподать Западу в качестве эффективных менеджеров, или это будут люди, которые, сказать так, там, оппозиционеры со стажем, которые смогут вернуться к себе домой из эмиграции. Тут уже можно гадать, перегадать. Тут ситуация может повернуться там за месяц, за неделю. Понимаете? Если какая-нибудь ракета Shadow случайно упадет на Москву, и что-нибудь в голове или в головах провернется там, и будет приняты какие-то решения, которые не имеют точки возврата, там, я не говорю прямым текстом «ядерная война», то все это произойдет достаточно быстро. Вот. Это будет очень страшно во все стороны, но зато это, так сказать, будет мир там 45-46 года, который был очень непривлекателен, который был разрушен, но в любом случае это было лучше, чем мир там 42-43 года. Будем посмотреть, как говорится. Жутковато Так, звучит. хорошо. Ну, оккупация страны с ядерным оружием – это малореальный сценарий на самом деле, по-моему. Сергей, есть ли у вас что сказать по поводу обсуждения о нынешнем делении России на национальные, на русские регионы? Тогда будем переходить к новому этапу. Да, большое спасибо, Михаил. Я как раз хочу, с вашего позволения, ставить ремарку на основе, так сказать, речи Павла и Елены вот по поводу того, что как это случится и каким образом. Я предполагаю, что это будет одновременно и внешние факторы, и внутренние факторы. И непосредственно я считаю, что в этом должны участвовать Украина. Вот. И именно, как вы правильно, Михаил, сказали, оккупация ядерной державы – это мало, так сказать, значимо, это маловероятно. Вот. В таком случае мы должны плотно особенно работать с регионами, вот, со всеми там. И им, как бы говоря уж совсем таким простым языком, объяснять, что, ребята, а за какой такой вы русский мир воюете? Условно говоря, там Татарстану объяснять, Чечне, там, я думаю, они и так это все понимают. Вот, сказать, ребята, а за что? За что ваши, как говорится, лучшие сыны погибают здесь, в Украине? За что? За империю, которая уничтожала ваших дедов и прадедов? Так, ребята, извините, почитайте Толстого, известную его поэму, сейчас вспомню, кто там, может, напишет в комментариях, сейчас я просто так сразу вспомнить не могу. Ну, в общем, вот, как бы это нужно с ними обсуждать. А в плане русских регионов, я думаю, что, вот как говорил такой известный, тоже выходец из Российской Федерации, его зовут Камиль Галеев, вот, он говорил, что это, по сути, будет распад по типу Испанской колониальной империи. Вот. И мы как бы в этом плане тоже должны работать с русскими регионами, условно говоря, как там Ингрия, Поморье, Сибирь, Урал и Дальний Восток. Тоже как бы говорить, что, ребята, посмотрите, отдельно существует Аргентина и отдельно существует Мексика. У них общий язык, по сути, во многом общая история, но это совершенно разные общества, совершенно разные люди. Как бы спросить мексиканца, а ты вообще знаешь, что ты с аргентинцем один народ, он просто посмотрит на тебя как на сумасшедшего, мягко говоря. Вот, как бы в этом вот моя такая вот маленькая сравнительная ремарка есть. Как бы я как бы не претендую на последнюю инстанцию в этом вопросе, но
как бы это мое, условно говоря, мнение, что нам нужно при помощи, скажем так, спецслужб и дипломатии грамотной объяснять регионам, что свобода это намного лучше и привлекательнее, чтобы вы со своими ресурсами жили как люди. Вот как бы, ну, у меня пока что все. Ну, как историк, хочу дополнить, что пропаганда такая, которая направлена на все сразу, да, на все население сразу какого-то региона, это пропаганда в воздух. Она всегда должна быть направлена на какие-то социальные слои. Вот недавно, если я не ошибаюсь, в Башкортостане были протесты, там они начались с фразы с обращения «черный люд». Да, то есть обращались к какой-то социальной группе, которая для того населения это обращение четко понятно. Поэтому давайте поговорим, какие силы могли бы поддержать такой сценарий. Павел, снова начнем с вас, если вы не против. Вот ваши сторонники движения за независимую Ингрию, вы говорили в прошлых интервью, что это в основном молодые люди. А какие это социальные слои? То есть вот кто это? Это условно рабочие, условно предприниматели или условно олигархи? Понятное дело, без каких-то конкретизаций, без фамилий. Да нет, ну надо понимать, разумеется, что это в основном люди молодые или среднего возраста, и в основном люди, скажем так, интеллектуального склада ума. Тут не надо питать иллюзий. Простой обыватель, тем более обыватель старшего возраста, он смотрит телевизор, а пропаганда сегодня уровня такого, что, знаете, уровня вот облучения вышек там из повести братьев Стругацких. То есть она абсолютно тотальная, она 24 часа в сутки из каждого утюга. А если ты вдруг даже попытался задуматься о том, правильно ли что-то эта пропаганда тебе вещает, то там по улицам марширует Росгвардия, едет решетчатая машина, и взглянув на нее, ты сразу решишь, что лучше я поверю тому, что мне говорят по телевизору. И большинство населения просто это реально, это инстинкт. Большинство людей, так сказать, живут инстинктом самосохранения. Вот, поэтому, еще раз говорю, в текущем моменте не надо питать иллюзий. Это всего лишь, ну, хоть и не такая малочисленная, но интеллектуальная прослойка, которая пытается думать о будущем вот в таких вот страшных обстоятельствах. Разумеется, эти люди никакую революцию не сделают. Еще раз вам говорю, пока не случится серьезная проблема там на апокалиптическом уровне либо внутреннего, либо внешнего характера, ничего серьезного произойти не сможет. Как вы не крутите, там, мы не сидим сложа руки, понимаете, мы ведем какую-то каждодневную работу. Но мало кто готов идти партизанить, прекрасно понимая, что он в этом случае проживет в лучшем случае месяц, живя в Ингрии. И нельзя сделать невозможного, находясь в эмиграции и фактически занимаясь просто публичной политикой. Поэтому, ну, я вам говорю, что мы вот сейчас с вами обсуждаем очень важные вещи. Мы обсуждаем будущее, которое рано или поздно наступит. Я не знаю, как скоро. И каждый из нас свою крупинку, там, крупицу в это будущее, свой камушек принесет. Но не надо думать, что это произойдет завтра и что это произойдет при помощи там, ну, произойдет таким способом, что люди вдруг очнутся, ой, а чего это мы до сих пор поддерживали кровавый режим, а пошли-ка на баррикады его сносить. Нет, этого не произойдет. Ну, понятное дело, и никто, по-моему, не обвинял вас в бездействии пока что, ни в коем случае. Но хотелось бы просто понять. Например, в Беларуси большую роль вот в событиях 2020 года сыграли айтишники. Ну, это тоже люди не глупые, это тоже интеллектуальная, можно сказать, элита, но есть разница между айтишниками и студентами, например. Да, могли бы вы конкретизировать как-то люди, которые думают, люди с образованием, это кто? Это больше студенты, это там учителя, врачи, то есть бюджетная интеллигенция. Или это какие-то действительно IT-предприниматели, что-то вот какие-то социальные группы, если вы знаете, если вы можете. Ну, это, разумеется, не бюджетники. Вот. Бюджетники сейчас низведены там в России до уровня бессловесного скота. И никто из них не шелохнется, потому что он в один момент потеряет все. Разумеется, это в том числе и айтишники, просто их не такое критическое количество, как было в Беларуси, и все-таки ситуация совершенно несравнима. Белоруссия независимое государство с 30-летием формирования белорусского регионального идентитета, идентичности. К сожалению, ни один из регионов, даже самый протестный, самый либеральный, нельзя сегодня сравнить с Белоруссией.
Там вопрос в случае прекращения, в случае начала больших проблем в Российской Федерации, Беларусь – это готовый член Европейского Союза, который можно будет интегрировать там в течение нескольких лет и весьма безболезненно. Вот. А трансформация России будет проходить гораздо тяжелее, и пока что мы можем только, так сказать, общаться на интеллектуальном уровне. Просто нам потихонечку удается докричаться не только до там, западных политиков, но и до людей, например, очень важно до людей там, культуры и искусства, которые раньше по этому поводу отмалчивались, да и там и не все и знали о идее свободной Ингрии. Извините, один только художник Олег Куваев, который стал нашим сторонником и начал рисовать мультфильмы про Масяню, которая живет в независимой Ингрии, это уже прорыв такого уровня, когда миллионы просто людей начали гуглить в интернете, что такое Ингрия, знают теперь, как выглядит флаг, минимально представляют, что такое Санкт-Петербург там, прошлого, настоящего и будущего. Певец Оксимирон, знаменитый рэпер там, с многомиллионной аудиторией. Я год назад жил в Риге, знаете, вот его знаменитая песня, которая заканчивается словами «Ингрия будет свободной». Так вот, в Риге, в столице Латвии, концерт, когда он начал концерт этой песни, когда он дошел до последних слов, «Ингрия будет свободной», выдохнул весь зал на несколько тысяч человек в Риге, в Латвии, знаете. И, разумеется, для нас это очень-очень важно. До таких людей нам нужно, и мы стараемся достучаться, в том числе сейчас. Хорошо. А еще вопрос, если можно. А достучаться каким образом? То есть представьте себе, что, ну, там, предположим, что-то произошло, и вдруг свободные выборы. Вот по всей России. Какими лозунгами можно привлечь людей именно к идее независимой Ингрии? Буквально пару тезисов. Ну, идей таких достаточно много, и избирательная кампания полноценно длится достаточно долго, и каждый день можно озвучивать новые идеи. Общий смысл, общий посыл, который достучится до любого, зачем нам кормить Москву? Вот зачем из сегодняшнего Санкт-Петербурга 80% бюджета, 80% денег, которые он зарабатывает, отправляются в Москву. На замки для Рамзана Кадырова, на войну против Украины. Вот. А потом в качестве дотации же из Москвы же частичка наших денег нам возвращается. Зачем нам кормить Москву? Вот в условиях свободных выборов даже самому, скажем так, неумному человеку, я думаю, можно будет эту мысль довести. О, замечательный лозунг, да. Елена, насколько я слышал, я не такого возраста, чтобы это помнить, ну, к вам просто как представителю Украины здесь. У Украины тоже был такой лозунг, когда она становилась независимой: «Зачем нам кормить Москву?». Правда ли это? И что, собственно, действительно можно предложить тем регионам России, которые будут бороться за независимость, когда для этого создадут условия? Бороться, понятное дело, не... Ну, может, вооруженным путем, но, скорее всего, нет. Все-таки хаоса там действительно не надо. Вот. Ну, во-первых, они, конечно, будут только вооруженным путем. Это уже никак мирным путем не произойдет, потому что это не 91 год, и тогда не было войны с Украиной, ну, вернее, с соседями. Но да, действительно, Украина — это был один из основополагающих лозунгов. Я даже помню, ну, как бы все говорили: вот, мы все время, значит, кормим Москву, Украина черноземы, Украина может и сама. Ну, в общем, как бы это развивалось. Это было таким мейнстримом, то есть все так думали, все гордились своей страной. Вот, и поэтому так и проголосовали на на референдуме, прошу прощения, на референдуме за отделение от Советского Союза. У Украины были все основания так думать. Я тут то есть, хочу по-вашему... Да, ну, Да, нужно... Нужно помнить тот факт, что в Украине в 91 году было 2 референдума о независимости. Да, да. Но первый был очень мутный. Вспомни, какой да. Он был. У него формулировки были мутные. Поэтому трудно, когда сейчас начинают говорить, что вот проголосовали по-разному. Миша, извини, что я перебила. Но не стоит говорить, что вот по-разному проголосовали, потому что формулировки были такие, что вполне можно было голосовать вот так, как проголосовали, даже будучи разумным.
так сказать, Да, человеком. я как раз об этом и хотел сказать, что все зависит от коммуникации элит. И те два референдума в Украине, которые закончились с разным результатом, это как раз показатель того, как коммуникация и работа элит с населением влияет на то, как население мыслит и как оно видит свое будущее. И что в рамках всего одного года мнение населения может поменяться на 180 градусов. Поэтому мне кажется, что вот эта задача является самой главной. Я потом еще задам пару вопросов на эту тему Павлу, когда до меня дойдет очередь. Спасибо. Вот по поводу того референдума 91 года, Михаил, а вы уверены, что на мартовском... Да, извините, вы уверены, что на мартовском референдуме 91 года правильно подсчитали? Там наблюдения что нормального не было. То есть, может, люди проголосовали одним образом, и Украина оба раза проголосовала более-менее одинаково, а подсчитали в марте, как подсчитали? Ну, Миша ж правильно сказал, что как элиты были настроены на тот момент, так и считали. Первый референдум был и сформулирован так странно, и считали как хотели, потому что элиты так хотели. А второй референдум уже элиты созрели к отделению, и поэтому был такой второй референдум. Правильно, Миша, я перевела? Да, К абсолютно. чему мы идем? Мы идем к элитам, к обсуждению, существуют ли элиты, способные развалить какую-либо страну, хоть Россию, хоть Советский Союз. Потому Павлу и задавал так очень настойчивый вопрос, кто среди сторонников, пока это, насколько я понимаю, энтузиасты, которые все-таки к элитам не относятся, но энтузиазма у них много. Павел, правильно ли я понимаю? Ну, несомненно так, несомненно так. Вот. А что касается элит, опять же, тут к каким элитам мы апеллируем? Если мы апеллируем к элитам там, по образцу украинского референдума 91 год, когда, да, одни и те же элиты сначала были заинтересованы в одном результате, а через полгода прямо противоположном, еще раз говорю, да, вполне возможно, что тут во многом будет зависеть от внешних обстоятельств. Вполне возможно, что нынешние путинские элиты постараются вовремя перекраситься, и в силу собственных экономических интересов им станет выгоднее свободная Ингрия, чем нахождение в составе России. Вы меня извините, первая элита украинская начала 90-х годов, это кто? Диссиденты, извините, конечно, были, но в массе своей это были перекрасившиеся партийная элита. Я вполне допускаю, что таким же путем может пройти и построссийское пространство. Ну, для этого им должно стать... Если бы диссиденты взяли власть во всем постсоветском пространстве, если бы Сахаров условно дожил и стал президентом ООН, а не Ельцин Российской Федерации, то мне кажется, что история пошла бы немножко по другому пути. Но, может, я ошибаюсь, конечно. Знаете, и вопрос еще. Советский Союз распался, потому что условно... Да, продолжайте, у нас запаздывает немножко. Да, извините. Я просто хотел сказать, что история бы, может быть, пошла по-другому, только боюсь, что возвращение к имперской матрице, это все равно было бы дело времени. Но, может быть, это произошло бы на 20-30 лет позже. Я не очень верю в так называемую теорию какой-нибудь возможной построссийской федерации. Хорошо, если я ошибаюсь. Хорошо, если Россию можно будет трансформировать по германскому образцу, в конгломерат земель. Только не будем забывать, каким образом Германия трансформировалась в этот конгломерат земель. Вот если через такое же пройдет и Россия, тогда, может быть, и будет какая-нибудь Российская конфедерация. А в противном случае, боюсь, нет. Хорошо, спасибо. Так, Сергей, вы говорили, что нужно работать с населением, правильно, да, но... Да, абсолютно правильно. Как вы сейчас видите, да, какие могут быть сторонники, хотя бы потенциально, до каких групп можно пытаться достучаться, чтобы убедить их, что Москву не надо кормить, условно, или может выдвинуть им какой-то другой лозунг?
Ну, во-первых, конечно же, это нужно объяснять молодежи, вот, сказать, что, мол, типа, вы видите, что какое-то вообще происходит кошмар. Во-первых, это санкции, то есть вы, как, так сказать, молодые специалисты, просто, условно говоря, даже те, кто только что покинул школьную скамью, вот, сказать, ребята, ну, вы не можете увидеть мир. Вот. Разве это нормально, что как бы на вас смотрят косо в любой как бы такой западной стране, условно говоря, ну, плюс-минус. Вот, это раз. Вот. А во-вторых, это, вы же понимаете, что Москва как бы в своей имперской парадигме так или иначе все равно будет хотеть захватывать все новые и новые земли. И, соответственно, им нужен, во-первых, это, ну, финансовый ресурс и, конечно же, в первую очередь человеческий. А человеческий это кто? Как бы догадайтесь с одного раза. Это правильно, это вы. Вы там и ваши дети. Вот, условно говоря, там обычному там Ингерман, ну, как бы жителю Санкт-Петербурга, молодому сказать, ну, ты хочешь, чтобы твой сын в будущем также умирал в каком-то окопе ради Москвы? Вот, условно говоря. Вот, так вот, да, можно такой вопрос задать ребром. Ты хочешь? Или ты, может, хочешь, чтобы он жил и ты в том числе, конечно же, жил в цивилизованной, развитой стране без этой агрессивной и имперской парадигмы. Вот, как бы вот это самый, что ни на есть, самые главные вопросы, которые нужно им задавать. То есть я думаю, что это можно даже задавать не только молодым там людям, там, условно говоря, от 18 до 35 лет, можно даже и старше задавать. Типа, ребята, ну, вы прожили, допустим, энное количество лет там в СССР. Ну и что вы видели? Вот. Ну да, так сказать, дефицит, еще раз дефицит во многом. Вот. А, ну ладно, в современной путинской России, ну вот, допустим, жителю Екатеринбурга сказать, ну, ты выйдешь за пределы своего города, и что ты видишь там? Ты видишь там, ну, разруху, и больше, ну, ничего. А почему? Почему там у вас маленькие зарплаты, хотя это, ну, богатейший регион, вот. Потому что, как бы, вы, вот, как на лозунге «Хватит», вы кормите Москву. А смысл это делать? Не лучше ли инвестировать это свои богатства в будущее своих людей, как бы, и рожденных, и еще не рожденных? Грубо говоря, вот как бы от таких вот, как бы, мне кажется, сейчас, ну, может, еще какие-то, может быть, ну, в моем понимании, нужно в этих вопросах стоит апеллировать особенно. Вот как я думаю. Значит, насчет рассказывать, что ты видишь, мне кажется, что, ну, мое мнение, что это должно быть каким-то образом обратный процесс. Почему в Беларуси произошли события 2020 года? Ну, во многом потому, что все практически так или иначе или бывали за границей, или ближайшие родственники были, что-то где-то кто-то чего-то слышал. То есть людей уже нельзя убедить через телевизор, что весь Запад нас ненавидит, условно говоря. Вот именно, Элементарный да. случай в маршрутке между двумя районными центрами, оно там в областное не заходит, какой-то пассажир очень увлеченно рассказывал, как он бывал в Париже, вот на экскурсиях, он рассказывает, забыл слово. Слово «круассан» ему подсказывала вся маршрутка хором. Вот во многом поэтому в Беларуси, по-моему, произошли такие события. А в России, учитывая, что там загранпаспорта есть, напомните мне, у скольки, кажется, у 30% населения, только сама возможность выехать, это не значит, что они куда-то выезжали. Но там, соответственно, телевизор и имеет такую популярность, потому что другого окна в мир нет. То есть вначале нужно, чтобы человек где-то побывал, а потом убеждать его, что вот побывал, что-то видел, да, вот посмотри пропаганду. Ну, Михаил, кроме телевизора, как бы есть и интернет, слава богу, Да. есть смартфон, вот, как бы вполне можно, так сказать, зайти увидеть даже через VPN.
вполне, я думаю, это как Ну, бы просто, чтобы человек достижимая что-то задача. захотел увидеть, вначале он должен понять потенциальную такую возможность, а потом уже что-то начал гуглить. То есть, мне кажется, что тут зависимость должна быть обратная. Убеждать человека, что ты ничего не видел, посмотри на мир, ну, человек не любит признавать, что он ничего не видел. У него вначале должно быть какое-то сомнение, а Ну, потом в уже... таком случае еще также можно апеллировать к тому, что, мол, типа, неужели ты себя настолько не уважаешь и ненавидишь, что ты готов быть, по сути, мясом в новой войне имперской? Вот. Или твой ребенок особенно. Ты хочешь, так сказать, чтобы твой сын ни за что погибал там в Сирии или в Украине или еще где-нибудь? Ты как бы вот, как сказать, ладно, там ты нигде не был еще. Это отдельный вопрос, как бы не такой, может быть, и важный. Но тут уже как бы вступает само существование, ну, твоей жизни, вот как бы угроза жизни. То есть как бы существование России как империи – это непосредственно угроза для твоей жизни и как бы для будущего твоих детей. Также и жизни будущих, ну, твоих отпрысков, вот, твоих потомков. Вот. Как ты на это смотришь? Вот как бы уж если с точки зрения там интересный, насколько ему мир или неинтересный, еще ладно. А вот, ну, жизнь, ну, как бы с жизнью, ну, расставаться ради чужих имперских амбиций, это, ну, глупо, мягко говоря. Как бы я, вот как бы, если с этого стороны можно зайти еще вопроса. Мгм. То есть, если война закончится, если Путина, условно, прогонят на границу 91 года, а империя сохранится, то, соответственно, пусть остается, по вашему мнению. Вот, по моему мнению, именно Ну, что люди как бы перестанут погибать. ну, как бы это лишь вопрос времени, допустим. А какая гарантия того, что после Путина не придет действительно тот же там Гиркин условный? Вот. И как бы он, ну, как бы он себя абсолютно считает имперцем, причем именно действительно имперцем таким, ну, 19 века абсолютно, вот, что даже как бы Путин себя имперцем никогда не называл, а Гиркин, ну, этого не скрывает. И если, допустим, подобный персонаж станет в Москве, условно говоря, возьмет власть, то как бы свои имперские фантомные боли, они вновь как бы разгорятся по полной программе. И, соответственно, снова будет та же пропаганда, как бы промытие мозгов в этом плане. И, соответственно, готовить новое пушечное мясо для там завоевания снова этих непокорных украинцев, которые вот не хотят себя считать русскими, вот, и тогда даже если и хотят, ну просто хотят жить своевольно, без железной руки Москвы. Вот. И зачем, как говорится, тебе в этом империи, по сути, в этом государстве существовать? Не лучше ли быть, ну, гражданином той же Уральской республики, которая, ну, будет, по сути, богатейшей государством, если туда, как бы, мы, условно говоря, разумные люди нового государства, по типу как, ну, в Сингапуре, изберем, постараемся, по крайней мере, избрать нормальных, как Ли Куан Ю, например, людей и построить как бы достойное государство без имперских амбиций. Вот как бы в таком ключе можно тоже действовать. Хорошо, я понял. Михаил, как ваше мнение, какие социальные силы могли бы сейчас вот поддержать распад Российской империи? И какие выгоды от этого могли бы конкретно эти социальные группы получить? Михаил? Я считаю, что, во-первых, у меня недостаточно информации, чтобы говорить на эту тему, потому что я за Россией не очень сильно слежу, никогда там не... Я не россиянин, то есть у меня нет какой-то базы, на которую я могу опереться в рассуждениях на эту тему. Я могу только как бы
представить себе, как бы это могло выглядеть, и позадавать вопросу на эту тему Павлу, как он это видит. Первое такое замечание. Второе замечание. С населением, конечно же, нужно работать. Я с Сергеем согласен, но я считаю, что напрямую с населением работать внешним там каким-то игрокам, это будет неэффективно. С населением должны работать внутренние элиты. А мы можем с населением извне, под мы я подразумеваю внешних игроков, не нас конкретно, мы можем с населением работать через работу с внутренними элитами, потому что не BBC же развалила Советский Союз, правильно? Вот, а внутренние элиты. И я напомню, что США были против развала Советского Союза, и у нас даже приезжал в Верховной Раде в Украине, выступал Билл Клинтон, который убеждал в том, что не надо, ребята, как бы не торопите события, не надо разваливать Советский Союз. И все это происходило абсолютно по тем же причинам, по которым я описывал теперешние отношения в США, там подавляющего большинства элит к России, что все находятся в ужасе перед хаосом, который может возникнуть в ходе распада, и что будет с ядерным оружием, что будет с мировыми там ценами на нефть, как администрация Белого дома возбудилась, когда Украина начала наносить удары по НПЗ в России, да, очень хорошо показывает, о чем они в первую очередь беспокоятся. Поэтому у меня вот в этой связи больше вопросы, чем рассуждения. Я потом, когда Павел ответит на эти вопросы, может быть, попробую порассуждать вместе с ним, как бы это могло выглядеть. Вопрос первый. Павел сказал, что сейчас у нас новая реинкарнация сталинизма в России. То есть, ну, если смотреть так через призму историческую, значит, придется ждать смерти Сталина в кавычках, то есть Путина, чтобы возможны были какие-то изменения. Потому что если если бы я абсолютно доверяю вашим словам и вижу сам подтверждение ваших слов, то, что цементируется абсолютно вот этот тоталитарный режим в России, в силовой блок вкладываются огромные ресурсы, и пока существует вот этот режим в таком виде, как он существует сейчас, но это должны быть очень какие-то большие катаклизмы, чтобы он как-то разрушился. Это скорее вот через какое-то военное поражение, да, там, которое выше мы говорили о том, что оккупация ядерной державы выглядит маловероятной. Хотя бы я бы не сбрасывал со счетов такую возможность. У меня, например, есть большие сомнения по поводу того, насколько работоспособным, назовем это так, является на самом деле российское ядерное оружие. Вот, но это так, к слову. Это первый вопрос. Второй вопрос вытекает из первого. Если нам нужно работать в первую очередь с элитами, влиять на россиян через элиты, я считаю, что развал такого мощного государства, как Российская Федерация, скорее произойдет и скорее возможен с большей вероятностью по сценарию развала Советского Союза, то есть изнутри элитами внутри самой Российской Федерации. То есть, поэтому я считаю, что в первую очередь нужно работать с ними. И у меня тогда возникает вопрос, что мы, то есть внешние игроки, что мы можем сделать для того, чтобы помочь этому процессу и ускорить его? Вот как Павел видит, какое содействие с нашей стороны было бы максимально эффективным в этом процессе? Спасибо за вопросы, Михаил.
Что касается сталинизма, ну да. Понимаете, 90% населения, 90% любого общества – это обыватели. Вот. И как я говорил, они с вилами на автоматы и пулеметы не пойдут. Извините меня, в 1984 году при Андропове все так же прекрасно понимали, что лучше ездить за границу, чем питаться тухлыми консервами, сидя у себя на кухне, и так далее, и так далее, и так далее. Это все понимание было, но реальные перемены произошли только тогда, когда изнутри либерализовался режим, когда пошел процесс перестройки. Вот, вряд ли кто-то в 1984 году всерьез там мог обсуждать развал Советского Союза. Извините меня, развал Советского Союза проспали абсолютно все западные политологи. Ни один человек мог его предсказать. И не Билл Клинтон, а Джордж Буш-старший в 1991 году приезжал в Киев. Это его знаменитая chicken speech, речь, когда действительно он в Верховном Совете за 1,5 месяца до ГКЧП уговаривал украинцев не выходить из состава Советского Союза. Такой же мейнстрим с точки зрения сейчас действительно у западных элит. Это да. Очень серьезный и трудный путь нужно будет пройти, чтобы изнутри что-то изменилось. Да, во-первых, сначала должен холодильник победить телевизор. Сначала, извините, должно стать там, ну, еще уже, по-моему, раз скажу, нечего жрать. Так и то, я вас уверяю, после этого начнутся федеральные реформы. В этом случае, как и в случае, допустим, если Украина выигрывает войну на границе первого года и на этом останавливается, просто внутри России случится страшный бунт вот этих самых обывателей против власти, которая была недостаточно кровава, чтобы, значит, укатать в асфальт украинцев и при этом сохранить возможность нам более-менее, значит, вкусно пить и жрать. Вот. И если сметут Путина на волне такого поражения и обнищания населения, то на смену ему, вы абсолютно правы, придет Гиркин. Вот. И другое дело, что вот только в случае, если у Гиркина не будет денег для новой военной авантюры, для нового военного конфликта, для новой военной агрессии, только тогда можно будет надеяться на какие-то внутренние конфликты, которые в конце концов сметут и этого Гиркина. И там можно ждать самых апокалиптических там сценариев внутри России. Другое дело, что просто в этом случае это не очень будет касаться Запад, там, ее можно отгородятся там каменной стеной, рвами с крокодилами, в надежде на то, что раз у них нет денег на еду, уж на ядерное оружие и его обеспечение, у них точно денег, так сказать, нет и не будет. Вот. Чем это закончится, я сказать не знаю. Да, нужно полноценное военное поражение России. Не выход Украины на границе 91 года, а дальше там мы с Путиным договоримся, а именно полноценное поражение России, такое, которое, извините меня, было вот в 1945 году, которое потерпела Германия. Я не знаю, как оно произойдет. Не знаю, я не могу спрогнозировать этот сценарий. Но это единственная, так сказать, ситуация, гарантирующая то, что в Европе, вообще в белом мире, извините за такой жупел, будет мирное поступательное развитие далее. А что касается апелляции к людям, думающие люди за последние 3 года в массе своей уехали. Там из России уехало за последние 3 года 2 миллиона человек. Это все только это думающие люди. Обыватели никуда не уехали, потребители дерьма, простите, вот, ради бога. Вот. А так, конечно, все понимают. Конечно, все понимают, что хорошо жить лучше, чем плохо. Вот. И, разумеется, мы апеллируем ко всем абсолютно пунктам, которые, я внимательно вот вас слушаю, вашу дискуссию, ко всем абсолютно пунктам, что вы упомянули, мы ко всем этим пунктам апеллируем. Но только возможности наши информационные и информационные возможности Кремля, они настолько несопоставимы, что, к сожалению, тут пока нам о победе над ними говорить очень рано. Спасибо. Извините, вклинюсь. Павел, вы на второй мой вопрос не ответили. Что внешние игроки, каким образом они могут наиболее эффективно помочь элитам внутри России, которые хотят разделения России на какие-то национальные государства? Ну, во-первых, они должны сформулировать четкую, западные элиты должны сформулировать четкую санкционную политику, чтобы это было не посмешище, там, не пародия на санкции, как сейчас, а чтобы это были санкции, которые действительно давят. Собственно говоря, санкции на Советский Союз 70-е и 80-е годы, серьезные санкции, давили 20 лет.
прежде чем случилось то, что случилось там в виде перестройки. Пока не будет серьезных санкций, ни о каких серьезных там ограничительных военных возможностях Путина речи не будет. И вот когда эти санкции заработают, и Путину станет нечем воевать, тогда нужно будет ставить следующие требования. Требования это должны быть достаточно жесткие. Политические требования, экономические требования. И при этом, разумеется, разведкам западных держав, несомненно, нужно плотно работать с региональными элитами. Это титанический труд, это триллионы долларов, но без этого ничего не сдвинется с мертвой точки. Региональные элиты, вы имеете в виду работу... Кстати, спасибо, что вы меня поправили по поводу президента. Я ошибся, какой именно президент выступал. По поводу работы с региональными элитами разведок, вы имеете в виду выявление, ну, назовем их так, недовольных и с сепаратистскими настроениями и работы с них, там финансовая поддержка, информационная поддержка, какая-то организационная поддержка для того, чтобы их там идеи и движения развивать и как-то помогать делать их более уверенными и широкими. Правильно я вас понимаю? Я имею в виду элиты, путинские региональные элиты, которые сегодня верны Путину исключительно из меркантильных соображений. К ним должно приходить понимание, я не знаю, через подкуп их, через объяснение, через какие-то, даже, извините за грубость, элементы шантажа. К ним должно приходить понимание, что постпутинская Россия для них выгоднее, чем Россия путинская. Вот с этими людьми надо работать, поэтому я и говорю, это титаническая работа, и это триллионы долларов. Это долгая работа. Спасибо. Маленькая ремарка по поводу полного поражения России, как это было с Германией. Знаменитые слова из воспоминаний маршала Конева о том, что только за Берлинскую операцию советская армия заплатила потери в сотни тысяч человек, 100 тысяч человек. Сегодня историки уточняют, ну нет, не 100 тысяч, ну 50. И это общие потери, включая раненых, не только убитые. Убитых, ну, 1020, наверное. Мелочь какая, да? 20 тысяч на финальном этапе войны. Готова ли Украина платить такую цену, а учитывая ядерное оружие, может и большую, за счастье соседней страны? Но это украинцы должны сказать. Но у меня что-то есть большие сомнения по этому поводу. Такая ремарка. Так а никто и не призывает Украину этим заниматься. Разумеется, без коллективного Запада, без усилий коллективного Запада это невозможно. Я прекрасно понимаю желание Украины жить мирной жизнью в тех политических границах, которые ей гарантировала Организация Объединенных Наций там, по итогам распада Советского Союза. Я это прекрасно понимаю. Извините, но только на Украину расчета нет. Тут как бы я не призываю вас идти на Москву. Я понимаю, что вам это не надо. Так, ну мы уже в эфире почти 1,5 часа, и я опять призываю зрителей реагировать на наш эфир лайками, если что, дизлайками. Я вижу очень активный чат, извините, что обращаю не так много времени, не так много внимания на этот чат, но вижу вашу активность. Кто смотрит в записи, продолжайте обсуждение, пожалуйста, в комментариях. Это важно и для алгоритмов YouTube, и для нас, как оценка нашей работы. И я предлагаю все-таки подвести уже какой-то итог, потому что, ну, университетская пара, мы уже обсуждаем это все. То есть получается, если я правильно понимаю, Российская империя распалась, потому что был национальный вопрос с революционными партиями. То есть были подпольщики, которые делали бомбы, у которых были организации подпольные, у которых были экспроприации. В России всего этого нет сейчас, и действительно в современном мире достаточно сложно человеку убедить вот настолько, что он пойдет и будет делать бомбу. Ему проще уехать все-таки за границу. Тем более, что границы сейчас открыты. Советский Союз распался потому, что действительно были элиты заинтересованы в этом распаде. Были внутри КПСС, внутри партии действительно те люди, которые хотели, ну, Елена правильно вспоминала прошлый эфир, которые хотели быть первыми каждый в своей республике. Сейчас в Российской Федерации опять же такого нет. Есть надежда на воздействие внешнего мира, который поставит Россию в такие условия, что элита поймет, что проще
децентрализовать эту страну, чем оставлять ее в нынешней ситуации. Но опять же, как нам предположил из своих наблюдений Михаил, во многих, ну, по крайней мере, в США, в этом мало заинтересованных людей, полагаю, что в Европе то же самое. То есть у нас получается, насколько я вижу, я в начале эфира думал все-таки, что мы придем к другой ситуации, что в децентрализации больше всего заинтересованы отдельные, пусть очень активные энтузиасты внутри Российской Федерации и соседей Российской Федерации. Да, Украина, Беларусь, ну, рискну предположить, что балтийские страны Польша, потому что действительно это такой, извините, никого не хочу обидеть, монстр по принципу загорел, перевернулся, задавил. То есть любые изменения настроения в Москве – это угроза для соседей. Но будет обеспечивать какое-то международное давление мнение непосредственных соседей. Да, Михаил, можно Да, я немножко скорректирую? Угу. Да. И вот сейчас хочу услышать мнение вас по поводу резюме нашего эфира. Да, Михаил. Да, спасибо. По-моему, вы немножко упустили важный момент, на мой взгляд, который сказал Павел, о том, что в России сейчас, в Российской Федерации есть мощные региональные элиты, которые сохраняют свою лояльность центру и путинскому режиму только в меркантильных интересах, и он повторил это несколько раз, приведя пример того же развала Советского Союза, что ситуация эта может измениться кардинально очень быстро. Как только вот эти местные региональные элиты поймут, что им больше не выгодно быть лояльным центру, либо им будет более выгодно получить там независимость в каком-то роде там или полный суверенитет, то их настроение тут же изменится, если я все правильно понял. И эта ситуация, ну, не совсем такая вот безнадежная, что, значит, альтернативы никакой нет, потому что на местах нет заинтересованных людей, которые могли бы выступать за разделение России на национальные государства. Ну, и если я ничего не путаю. Извините, Сергей, все-таки не совсем так. Не Павел, совсем так. то есть я, когда у вас спрашивал про сторонников... Да, Павел. Не совсем так, Сергей. Я сказал о том, что работа с путинскими элитами в регионах – это очень тяжелый, затратный и долгий процесс. Если Запад рассчитывает на то, что со смертью Путина будет какая-то либерализация, такой вариант мне не очень кажется возможным, но тем не менее, я так понимаю, что именно в текущем моменте там цинично Запад рассчитывает именно на это. Так вот, если Запад готов работать целенаправленно с той своей мейнстримной идеей, это ждать смерти Путина и потихонечку влиять на ситуацию внутри России. Вот именно это летнее смерти Путина должно быть закреплено работой с региональными элитами и очень многоуровневыми, скажем так, причем безо всякой гарантии. И это надо прекрасно. А в текущем моменте элит, ну, они, если не... Алло. С каких-то со звуком у меня проблемы, извините. Да, это со связью, с интернетом какие-то проблемы, потому что... Собственно говоря, это я все... Это один из вариантов, я, если честно, очень верю, что Запад на это решится. И всем своим поведением ему показывает, что ему это, так сказать, не нужно. Поэтому вот просто такая трусливая коллективного Запада
потом годик, 5-10, а может Путин умрет, или может быть еще что-нибудь случится, а может быть мы успеем доработать там наши каденции, и эту проблему придется решать политикам поколения. Поэтому вот да, веселая история. Понятно. Сергей, каким вы видите резюме нашей сегодняшней беседы? Ну, мое резюме таково, что как бы я считаю, вот я согласен абсолютно с Павлом в том плане, что нужно работать как бы с элитами, там, так сказать, путинскими или также приближенными к нему там этих его слух, условно говоря. Вот. Но как бы нужно работать комплексно. Нам нужно работать как с элитами, так называемыми этими. Нам нужно работать с регионами России, вот той же Ингрией, Уралом, Дальним Востоком и так далее. Вот. И также нужно работать с западным истеблишментом. Вот. Нужно объяснять, что, по сути, риск распространения ядерного оружия был также и в 1991 году. Но, как мы видим, такого ничего серьезного не случилось, что вы, по сути, спокойно разоружили такие страны, как Украина, Беларусь, Казахстан. Вот. И то же самое вполне ради признания, то есть новые государства, у которых окажется это ядерная, условно говоря, дубина, спокойно ради финансового возрождения и признания спокойно откажутся от ядерной своей, ради ядерной, как говорится, ракеты. Вот. Поэтому нам нужно подходить абсолютно комплексно, работать со всеми и со всеми объяснять, что, мол, лучше все-таки иметь также 15-20 государств на территории пост-России, которые будут, ну, скажем так, если не лояльны к Западу абсолютно, но, по крайней мере, не враждебны. Хотя большая часть, я уверен, пост-России будет, наоборот, лояльна. Ингрия абсолютно будет лояльна Западу. И, как ни странно, и Дальний Восток тоже, так сказать. От Владивостока до Сан-Франциско гораздо ближе, чем от Владивостока до Москвы. Вот. Поэтому самое главное, как в моем понимании, резюмируя это все, что нам нужно правильно подбирать слова каждым сторонам, с которыми мы хотим это, так сказать, договориться и решить нашу цель, достигнуть наших целей. Вот как бы в этом плане вот мое, условно говоря, резюме в этом. Елена, ваше впечатление от сегодняшнего обсуждения? Ну, это настолько не быстрая история, и мир сейчас в такой неопределенности, в таком состоянии неопределенности, что я вам еще одну версию подкину. Сегодня, Миша, по-моему, ты сказал, да, что некоторые рассматривают возможность договориться, ну, использовать Россию как противовес против Китая. А не кажется ли вам, что Китай может тоже захотеть развалить Россию в таком случае? И, может быть, он как раз это сделает более успешно, потому что очень много регионов находится под его контролем экономическим, не говоря уже там о Беларуси, ну и так далее. Ну, если среди нас синологи, я так точно не возьмусь. И вообще это отдельная тема обсуждения, Елена. Это пусть будет такая, пусть это от меня будет такая фантастическая идея. Лен, я бы не назвал это это. насколько я интересовался вопросом, у Китая вполне себе тоже имперские взгляды на мир. Они хотят вернуть Тайвань, они считают Сибирь своей исконно китайской территорией. Просто они действуют как восточные люди, не так топорно, как Россия, а
использует экономические пока что рычаги для влияния и захвата территорий. Куча территорий, если я ничего не путаю, отдано Китаю в долгосрочную аренду в Сибири. Да, там и на Дальнем Востоке. Вот Павел может меня поправить, если я ошибаюсь. Но такой ползучий как бы захват территории через вот эти аренды долгосрочные и завоз туда китайского населения, насколько я знаю, происходит уже сейчас. Поэтому Китай заинтересован, если не в развале России, то эксплуатации ее природных ресурсов в своих целях по максимально выгодным бросовым ценам и постепенной ползучей такой гибридной оккупации того, что они считают своим. Поэтому я думаю, что российская пропаганда, которая постоянно рассказывает про угрозу, исходящую с Запада, должна рассказывать про угрозу, исходящую с Востока. Ну, географически это будет с юго-востока, да, потому что Китай по отношению к России на юго-востоке находится. Вот, я бы концентрировал внимание имперцев на угрозе с той стороны, а не откуда они любят эту угрозу рисовать. Причем их там дети живут на Западе, учатся в западных университетах, сами они владеют виллами там на озере Кома и так далее. Все это известные факты, сейчас вдаваться в подробности не буду. Вот. Я резюмировать хочу наш эфир и свою конкретно точку зрения по этому эфиру в том, что я больше убедился в точке зрения, что развал России вполне возможен, причем он возможен в какой-то перспективе обозримой, это не в разрезе таких как бы предположений, что когда-то это может случиться. Я думаю, что если мы будем смотреть на историческую перспективу и не учитывать там стремительность процессов современности, что благодаря там новым технологиям коммуникации сейчас процессы все ускорились намного. Даже если мы откинем этот фактор, посмотрим на Советский Союз, его развал занял сколько там, 70 лет. То есть я думаю, что вот Россия минус 30 лет, которые уже прошли, где-то через 40 лет примерно развалится. Я не знаю, каким образом это произойдет. Я вижу варианты, как это может произойти. Как Павел говорил, что, наверное, самым эффективным будет полное военное поражение России, но с учетом там возможностей и наличия экономических, в первую очередь, возможностей человеческого капитала и наличия ядерного оружия, этот сценарий выглядит для меня сложно осуществимым, потому что на него потребуются огромные ресурсы, которые я не вижу игроков, которые сейчас способны и хотели бы в первую очередь выделить такие ресурсы на достижение такой цели. То есть полное поражение военная России. Мне больше видится все-таки вероятным сценарий развала Советского Союза для Российской Федерации. И я думаю, что там нам, как украинцам и там таким людям, как я, украинским экспатам, живущим на Западе, да и не только украинским, там и русским, и белорусским, нужно просто работать в западных обществах, донося необходимость разделения Российской Федерации на национальное государство. Потому что точно так же, как Павел говорил, что работа с российскими элитами очень сложный, долгий процесс, потому что сейчас региональные российские элиты не видят для себя выгоды быть отдельно от центра.
точно так же у нас впереди лежит большой длительный процесс для работы с западными обществами, западными элитами, потому что большинство из них сейчас не видят выгоды разделения Российской Федерации на национальное государство, и нам это нужно изменить. То есть нам нужно такую же работу проводить внутри Запада с западными обществами и элитами, чтобы это сделать реальностью. Ну что ж, уважаемые зрители, вы молодцы, что досмотрели все это до конца. Мы в эфире, ну, еще не 2 часа, но уже постепенно приближаемся. Дискуссию можно продолжить в комментариях. Большое спасибо нашим гостям. Павел, большое спасибо за уделенное время. Я думаю, клуб медоедов будет собираться еще не раз и не 2 регулярно, постоянно, и мы будем понемножку еще возвращаться к этой теме. Спасибо всем за внимание. Несите мед. Спасибо за приглашение. Несите мед. Всего доброго. Спасибо большое, Спасибо, Павел. спасибо. Спасибо всем, ребята. Спасибо огромное. Спасибо.